Привет, 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 песеры, с вами Морж и первый финал турнира на моем новом канале, конечно же, от группы турнира номер 1, самой большой группы ВК, группы, которую курирует Миша Смирнов. Если ты хочешь участвовать в турнирах, ссылка в описании, ссылка в закрепленном комментарии, переходишь, читаешь правила, общаешься с админами и, в общем-то, участвуешь. Ничего сложного. Встречаются у нас сегодня Даня Казаков против Эмина. Значит, Даня Казаков будет играть под эмблемой Челси, Эмин будет играть под эмблемой Sport Boys. Что интересно, Эмин, а я с тобой в группе-то должен был быть. К сожалению, не получилось сыграть. Вы знаете, по какой причине. Но если бы я не отказался, может быть, ты не был бы и в финале. Конечно, само собой, я шучу. Парни прекрасно играют. И давайте смотреть этот матч. Я уверен, он будет интересен. Пока что киков ни у кого не получается. У нас 3-я минута игры идет. Алаба отдает на Кэмпбелла. Да, кстати, вначале можете ставить на паузу, смотреть составы ребят. Поверьте, если они такими составами катают в турнире, то эти игроки явно стоят вашего внимания. Кройф отдает на Джерарда, Челси у нас идет в атаку, Даня пытается дать на забегание Решфорду, Кэмпбелл не справляется, Решфорд будет выходить, выводит вратаря и... Седьмая минута, Челси открывает счет, Даня пошел вперед. Классно здесь открылся Решфорд, вот здесь вот, мне кажется, зря он дернул Кэмпбелла. Кэмпбелл, в принципе, практически бы догонял Решфорда, и, может быть, плечо в плечо могло бы что-то получиться. Но Эмин решил действовать вот так, что привело к голу в его ворота. Посмотрим киков от Sport Boys. Хороший, в принципе, мог киков получаться, но Решфорд здесь не справляется, не догоняет мяч. Передача была достаточно сильная, и Челси здесь у нас справились. Передача на Румениге была, но Бекхэм перехватывает мяч. Пас на Форлана. Форлан, есть время развернуться. Пытаются защитники подставиться под мяч. Все-таки мяч летит в ворота, но Куртуа на месте. Форлан, посмотрите, сразу же прессингует. Причем именно того игрока, на кого скидывал Куртуа. Салахамиджич на правом фланге. Нет, не получается передача, Бекхэм с мячом, Форлан открывается, Решфорд открывается. Как он будет разыгрывать? Нет, разыграть не получилось. Здесь Кэмпбелл все-таки на месте, и мяч у Решфорда забирает. Кройф отдает на Решфорда в центр. Сразу же передача на Румениги, и понеслось забегание. Есть небольшая пауза, Решфорд мяч не догонит. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, гол потрясающий пяткой. Но какая ошибка со стороны Эмина. Вот серьезно, здесь, не знаю, возможно, у него кнопка не сработала, возможно, еще что-то. Но такие ошибки, тем более в финале, допускать нельзя. Кстати, наверное, после матча напишу, просто спрошу, а что случилось, что произошло? Снова киков у Эмина не выходит. 18-я минута, 2-0 уже счет. Даня явно себя чувствует вольготно. Посмотрим. Вы сами знаете, как у нас все меняется на поле. Вы сами видели мой недавний матч в рамках Эль Классика. Вроде первый тайм 3 мяча спокойно откидал, а потом пропустил 2 и мог пропускать больше, если бы вратарь все не тащил. Несильный удар от Румениги в сторону Чеха. Чех, конечно же, справляется. Для него это не проблема. Бекхэм разыгрывает с Алабой. Догонит он мяч. Посмотрите, Челси прессингует даже Решфордом. Так выносливость сожжется быстро. Хорошая передача на Решфорда уже от Sport Boys. Но здесь Куртуа, в общем-то, справляется вместе с Кэмпбеллом. Они этот эпизод решают в сторону Челси. Но не получается развернуть контратаку. Здесь перехват, Кулибали. Кройф отдает на Джерарда. Джерард, не получается передача. До Румениги все-таки мяч дошел. Кройф на Решфорда. Нет, здесь Кэмпбелл будет первый на мяче. И забегание Румениги было зря. Варан в центре штрафной площади отдает на Виеру. Посмотрим. Немножечко, видите, Челси уводит игроков назад. Я, кстати, именно точно так же я защищаюсь. То есть не слишком иду в активный прессинг, а именно стараюсь увести игрока назад и вывести на перехват мяча больше, чем на отбор. Решфорд заходит в штрафную противника по правому флангу, но передача не получается, и будет у нас первый стандарт, первый угловой. Что ж, угловые у нас тоже, в принципе, вещь достаточно опасная. Если человек умеет их разыгрывать, я, кстати, не очень умею, то из этого можно вполне себе что-то хорошее сделать. Арнольд с подкруткой явно будет пробивать, но здесь это читалось, плюс у Арнольда, конечно, классные показатели на подкрутку, но попадает защитника. И несется контратака Челси. Решфорд летит, дойдет мяч до Кройфа, да, дойдет, но здесь, хватит ошибаться, Sport Boys, что же вы делаете? Здесь действительно могло быть что-то острое.
И у меня такое ощущение, что у Эмина в каких-то моментах то ли кнопки не прожимаются, то ли еще что-то. На самом деле у меня тоже такое бывает в матчах, и очень не хотелось бы, чтобы в финале именно рандомом такую хрень наша игра исполнила. Я вообще считаю, что товарищеские матчи, которые мы играем, то есть вот, ну, когда ты играешь именно с другом, да, не в онлайне, то нужно, чтобы до матча был вариант выставить настроение игроков, на ПК-консолях такое есть. Давайте посмотрим момент, Фарлан классно пробивает с подкруткой в дальний угол, Куртуа на месте, и нет, выиграл все-таки Решфорд мяч, пас на Канте, передача на Виеру, Бекхэм с подкруткой будет, конечно же, с подкруткой, и все-таки 1 гол Эмин под завесу первого тайма отыгрывает. Хороший мяч, действительно, Бекхэм замечательно пробивает, и здесь ему никто не мешал бить, Куртуа здесь уже был бессилен. Да, хотел сказать, так вот, на ПК-консольных версиях, когда ты играешь товарищеский матч, ты можешь выставить сам настроение игроков, типа, все будут на стрелке, ой, киков, неужели третий? Нет, Чех все-таки оправдывает себя. Киков разыграть не получилось, будет угловой, Чех отбивает этот мяч, а Решфорд, конечно, здесь мог впихивать, тем более еще и добавленное время, вы знаете, как у нас добавленное залетает. Справляется пока что защита в штрафной, Мальдини отдает нам Матеуса, Матеуса издалека может пробить, нет, решает отдать передачу, Кроев пробивает, но пробивает мимо ворот. 2-1, мы уходим на перерыв, Эмин все-таки один мяч отыграл, 6-4 по ударам у Дани, 4-4 у Эмина, ну и пока пауза, я все-таки договорю, так вот, на ПК и консолях можно выбирать в товарищеском матче настроение игроков. Типа все будут на самом охрененном настроении или все будут на среднем настроении. И мне кажется, это правильно. Для турниров это было бы самое оно. Когда ты играешь тем составом, которым ты хочешь, а не начинаешь вот это вот играть в лотерею с игроками. Ну и само собой в обычных товарищеских матчах я понимаю, что, ну типа... Блин, наверное, в обычном онлайне, да, вот когда там на награды, ну, Konami не просто так ввело гандикап, вы знаете, как что иногда игроки себя ведут, ну, просто как конченые, они таким образом какой-то баланс пытаются соблюсти. Но в товарищеских матчах, ну нахрен это делать? Я хочу с другом играть именно как с другом и выяснять, кто из нас сильнее, и это было бы нормально. Но, сами знаете, в Японии меня не зовут, и разработчики со мной общаться не хотят. Салахамиджич, ну посмотрим, передача идет, отличная передача, Решфорд здесь немножечко не допрыгнул. Кстати, да, я делал обзор на Салахамиджича, у него действительно просто радиоуправляемые навесы, я был в полнейшем восторге. Решфорд отдает на Канте, Спортбойс у нас летит в атаку. Ну давайте посмотрим, что нам Эмин предложит. Решфорд отдает на Бруно Фернандеша. Дойдет пас? Да, дойдет, но Фарлан здесь немножечко не догнал. Если бы хотя бы в падении пытался вставить ногу, возможно, что-то бы и получилось. Джерард попадает в Бекхэма. Нет, Спортбойс все еще в атаке, но тут тоже ошибка. Салахамиджич мяч перехватывает. Кроев, Матеус отдает на Виеру. Виера подключает Решфорда. Сразу же передача на Румениги и пошел забег. Сможет справиться? Нет, не смог справиться Румениги. Слишком много игроков противника у нас здесь. И ловится контратака. Так, Решфорд отдает на Фарлана, Фарлан чуть потолкается, но Джерард справляется с ним, отдает мяч, точнее, оставляет мяч для Челси. Решфорд на Румениге снова идет забег. Что будет? Пас наперед? Нет. Ой, вот здесь мог быть гол, вы сами это видели. Буквально просто мяч попал в защитника и в нужную сторону отлетел. То есть передача не должна была проходить. Тем не менее, у нас и такие курьезные моменты бывают. Повезло, что Чех среагировал. Ну, конечно же, Челси не повезло, что не вбит третий мяч. Решфорд уже 2 отличных момента имел и, к сожалению, их не использовал. Бекхэм отдает на Бруно Фернандеша. Вот опять же, как здесь Бруно Фернандеш-то мяч не принял, вы видели, просто от его ног отскочил. А позиция была бы убойная. То есть, если бы шел от него прием мяча и сразу бы Спортбойс попытались пробить, явно для Куртуа была бы проблема. Но, тем не менее, вы видите, что называется, по косякам 1-1. В каждую сторону было по косяку. К голам это, к сожалению, не привело. 71-я минута у нас уже идет, пора ребятам делать замены, ну хотя им виднее, когда им делать замены, ну и пока мяч не выходит за пределы поля. Кстати, сами смотрите, очень мало выходов. Алаба здесь хорошо сыграл, отдает на Александр Арнольда Чех, пас на Кэмпбелла, вытягивает Спортбойс игроков Челси, нужно разрядить обстановку как-то в центре. Вы видите, здесь даже активного прессинга особо нет. Бекхэм отдает на Фарлана. Фарлан подключает Виеру. Куда будет отдавать Решфорд? Решфорд на Бруно Фернандеша. Хорошо, Фернандеш открывался, и Спортбойс сравнивает все-таки счет. Отдельно стоит выделить Бруно Фернандеша. Я не вижу, кто его держит, если честно. Но посмотрите, он постоянно оказывается в штрафной в одиночестве. Что в прошлом моменте, в принципе, от гола спасло только то, что мяч отскочил от ног. Но тут не Эмин что-то напорол, а просто не повезло. Вот. И сейчас он абсолютно
внезапно оказывается один в штрафной и, собственно, момент свой решает. Выходит у нас Недвед у Дани Казакова. Естественно, выходит на позицию атакующего полузащитника, потому что Кровь дико уставший. Я когда делал обзор Недведа, тоже вам говорил, Недвед реально мега-супер топ, гипер классная карточка, что на левом полузащитнике, что на центральном, что на атакующем. Пушечный удар его реально решает. И может посмотрим, сможет ли Даня этот пушечный удар использовать, будут у нас лонгшоты или нет. Тем временем Эмин тут опять рискует. Тебе мало было гола, который чех привез просто самостоятельно. Но Эмин решил еще немножко повыделываться. 2-2, здесь сейчас все может решиться буквально одним мячом, но, может быть, ребята уйдут и на дополнительное время. Хаверц, там пробивать уже нужно было. Ой-ой-ой, вот какая-то пауза такая у Хаверца. Сами посмотрите сейчас на повторе. Вот я уже думал, затянет. Вот здесь уже можно было прожимать, пробивать. Хаверц делает лишний шаг, все-таки пробить ему удалось, но пробивает мимо ворот. 8 минут у нас до конца. Посмотрим. Сейчас одна ошибка решит все, что можно. Эмин уже сегодня ошибался порядочно. Посмотрим, сможет ли он сдержаться. Хорошая передача на Решфорда. Пытается пробить, не получается. Хаверц мяч подхватывает, отдает на Канте. Посмотрите, Хаверц глубже, чем Канте. Это интересно. Это действительно интересно. Холланд отдает на Александра Арнольда. Ага, Холланд есть у нас у Эмина. Конечно, куда же без Холланда-то. Мбаппе принимает, отдает на Хаверца. Хаверц у нас уже в штрафной. Хорошо Мбаппе открывался, немножечко скорости у ему не хватило. Вера отдает на Джерда, тот сразу делает передачу на Недведа. Нет, Варан будет первый на мяче. Снова атака Sport Boys. И, наверное, это уже последняя атака будет. Всего 1 минуту добавляет арбитр. Мбаппе ошибается, мяч выносится. Нет, здесь уже Челси атаку развить не дадут. Звучит финальный свисток. 2 тайма сыграно. 8-6, 6-5 по ударам. Что ж, Эмин все-таки вытащил 2 мяча, и мы уходим на дополнительное время. Так тут еще и пенальки могут быть, чтобы попеналить. Посмотрим. Хотя, с другой стороны, вы видите длину видео, вы знаете, будет дополнительное время, не будет дополнительного времени, будет пенальти, не будет пенальти. Это я не вижу, потому что я сразу загружаю такое видео на видеоредактор и сразу же начинаю озвучивать, чтобы максимально живые эмоции, собственно, выдавать. То есть, до комментария я это видео не смотрю, я не знаю, как ребята сыграли. Мне кажется, так получается интереснее. Дель Пьеро отдает на Решфорда. Ага, Дель Пьеро у нас вышел. Варан тут справится, точно справится. Чех отдает на Александра Арнольда. Арнольд находит Вейру в центре поля. 94-я минута. Посмотрим, решится ли за эти полчаса 2 по 15, собственно, судьба этого матча. Холланд классно нашел Мбаппе в штрафной, но, к сожалению, здесь офсайд. Хотя... да, на тоненького, в общем-то, офсайд все-таки был. Я думаю, спорить с этим бессмысленно. Куртуа мяч выносит, на кого он выносит, не получает, получится у Челси все-таки оставить мяч у себя, фолят против Дель Пьеро мяч выцарапал у Вейры, и, в принципе, уже был готов отдавать передачу на забегание Решфорду, но фол, и будет, собственно, штрафной в сторону ворот Sport Boys. Джерард у мяча, для удара, конечно, крайне большое расстояние, прямой удар здесь бессмысленен, Салахамиджи сразу же отдает на Дель Пьеро пытается пробить на месте чех. Удар не получился, в принципе, ему и мешали, и не слишком сильный. Дель Пьеро — это мастер ударов с подкруткой, вот на самом деле. Дель Пьеро просто умничка, просто лапочка. Кстати, да, по поводу патча там спрашивали, ребят, наверное, завтра выложу, хотя у меня на завтра еще есть там один план на видео. Вы поняли, у меня такое ощущение, что вот я начал новый канал, у меня новое вдохновение появилось, я готов выпускать много. Обнулился, так сказать, как мне написала одна моя подруга, типа, у меня тоже такое было, я как работу сменила, прям дышать легче стало. Вот честно, мне сейчас прям дышать легче стало. Дель Пьеро дает на Решфорда, сразу начинает забегание, накидка на Дель Пьеро, и да, свой момент он все-таки реализует. Челси выходит вперед, Даня явно сейчас, в тот момент, когда он писал, конечно же, этот матч, праздновал. 3-2 впереди Челси, но у нас еще время-то не закончилось. Я уверен, что Эмин просто так не сдастся. И 15 минут у него будет на то, чтобы отыграть, собственно, этот мяч и перейти в пенальти. А вот как его отыгрывать, это, конечно, проблематично. Опять же, немножко поругаю Konami. Почему у нас нет варианта менять схему по ходу игры? Можно было бы подстраиваться, можно было бы больше людей в атаку, больше людей в защиту. Это футбол, это логично, чтобы это было, но у нас этого нет. Потому что мы играем в японский симулятор футбола. Видимо, в Японии у них так принято. Ладно, Варанда здесь будет первый на мяче, да, и, в принципе, Дель Пьеро был в офсайде, поэтому ничего опасного эта атака не несла.
Чех у мяча, 107-я минута, совсем немножко времени остается, тут буквально 1-2 атаки будет, поэтому если Мин хочет все-таки вытянуть этот матч, ему нужно как-то очень аккуратно сейчас действовать в атаке, а он теряет мяч в центре поля, Вейрах гонит заброс уже, забросы у нас пошли, Решфорд здесь выцарапывает мяч у Кэмпбелла, есть время развернуться, есть время подключить других игроков, Дель Пьеро сможет принять, пробивай в дальний, конечно же, это точка. Вот так вот началось все с ошибки в центре поля. Здесь Дель Пьеро разобрался и забивает 4-й мяч. Тут уже не вытащить, да. У нас игра, у нас все может произойти, но за 8 минут 2 мяча я, если честно, в этом не верю. При этом я уверен, что Даня будет играть достаточно аккуратно. Хотя не, он идет в атаку, ждет партнеров. Прессинг вы видите, не такой, чтобы сильно плотно. Есть время, чтобы игроки развернулись, есть время подумать, есть время отдать пас. 115-я минута, Джерард, он уже мертвый. Мертвый Джерард еле-еле бежит. Передача на Недведа, который свеженький. Тот находит Дель Пьеро. У нас он тоже свеженький. Дель Пьеро ошибается в простейшей передаче. У Дель Пьеро, кстати, неплохой пас. И пошел пас на Мбаппе. Там есть Холланд. Есть у нас кто там еще подключается в атаку. Но, к сожалению, Мбаппе не справился с Кулибали. Снова пошел заброс от Дани наперед. И здесь отдавай передачу, конечно же, передача. И 5-й. Это финита ля комедия. Хотя уже 4-й был финита ля комедия. Даня отлично использовал, в общем-то, контратаку и забивает 5-й мяч. Да, кстати, по-любому будут какие-нибудь комментаторы, которые заброс, фу и так далее. Давайте посмотрим на весь матч, насколько много вы в этом матче видели забросов. То есть тут, совсем другая тактика была. Да, под конец пару штук было, но я не считаю это большой проблемой. И вообще каждый играет так, как ему удобно. За это критиковать смысла нет. А вот меня за мои комментарии можешь легко покритиковать. Я это дело люблю, я на это дело отвечаю. Надеюсь, вам понравился матч. Пиши в комментариях свое мнение о нем, с удовольствием почитаю. Ну и само собой, переходи в группу, ссылки в описании, ссылки в закрепленном комментарии, разговаривай с админами, участвуй в турнирах и попадай на мой канал, если ты будешь в финале. С удовольствием прокомментирую твой матч. На этом, ребят, прощаюсь. Как всегда, Морж. Поздравляю Даню Казакова с победой, и Мина тоже поздравляю с выходом в финал. Ребят, у вас все еще впереди, вы еще точно встретитесь. А вот теперь пока-пока.